остаемся это... Стас! Давай рассказывай, кто у тебя в машине ездил. Никто. Кто у тебя в машине ездил? Отвечай быстро. Никто. Всем привет! Сегодня у нас подборка видео, где в очередной раз видна сущность и девушек, и женщин. Поехали. Девочки, привет! Вы бы остались со своим мужчиной, если бы он обанкротился? Да. А ты? Нет. Нет? Нет. Почему? Такая Барби недостойна нищеброда. И у меня к вам вопрос. Вы бы остались со своим мужчиной, если бы он обанкротился? Нет. А вы? Нет. Какая-то причина есть этому? У него, наверное, не хватило ума, поэтому я обанкротился. Зачем мне не нужен мужчина? У меня к вам вопрос. Вы бы остались со своим мужчиной, если бы он обанкротился? Да. Да? А вы? Нет. Зачем? Почему? Я не хочу помогать ему, пусть он зарабатывает. А вы что будете давать взамен? Я буду готовить. Которого он купил? Да. А вы почему да? То есть вы бы финансово помогали бы, Да. поддерживали? Здравствуйте. У меня к тебе вопрос. Ты бы осталась со своим парнем, если бы он обанкротился? Ну зачем мне такой человек, если он не может даже буквально мне воду купить? Обязательно должен что-то покупать? Ну да, потому что это мой парень или муж. Нету смысла, если у него нету денег. Ну, а типа, какое-то время тебе ему помогать. Ну, я же девушка, я не должна ему вообще помогать, не обязана. Это он. Ну, видите, классика жанра. Я же девушка, я ничего вообще мужчине не обязана, а он мне обязан все. Потому что просто я девушка, как бы. Просто потому что у меня Матильда. Поэтому вкладывайтесь в меня и так далее. Ну, видно, да, сразу непригодных. Да, она, понятно, видно, что молодая еще, да, и уже и женщины повзрослее уже, которые, они тоже, большинство такого же мнения, естественно. Как и тут видно, всего пока 2 девушки только сказали «да», а остальные «нет, что он там глупый, зачем мне неумный мужчина», хотя по ней не видно, что она далеко умная. Он должен. Девочки, вам, если не хватает внимания от одного мужчины, заведите себе второго. Отстаньте от первого. Пускай заниматься своими делами. А вообще лучше заведите себе такое большое количество мужчин, чтобы, если кто-то будет пропадать и не уделять вам внимания, вы даже этого не замечали. Парень здесь. Это жесть, конечно. И действительно же некоторые девушки прислушиваются, женщины прислушаются и так далее, и действительно воспользуются таким советом, будут заводить себе пачку действительно мужчин и думать, что они вот королевы, один отвалился, да ладно, все, я королева. Ну, как ты с такой построишь? С такой уж точно нельзя строить никогда семью, которая вот такая вот будет. Хотя я видел одного семейного психолога известного, Сатья, или как его правильно, Сатья, вот он об этом говорит, да, девушкам советует тоже, что как можно больше себе ухажеров заводи. Но он это имеет в виду в том плане, чтобы у нее была расфокусировка. Потому что если якобы она будет на одного нацелена, она в него влюбится, а вдруг он там недостойный и не возьмет замуж, и так далее, и так далее. Не знаю, правда, это насколько это, я имею в виду, логично. Каждый тут уже выбирает сам. 10, но у него зарплата 50 тысяч рублей. Это норм или стрём? Стрём. Так ты только что нам говорил, что без разницы, как он зарабатывает, главное самореализация. А сколько ему лет? Ну, то есть... Ну, плюс-минус сколько и тебе. Ну, чуть старше, 30 лет ему. Нет, Стрём? если еще старше, но это странно. У него должно быть больше амбиций, чем у меня. Минимум сколько он должен зарабатывать вот к 30 годам? К 30 годам Да. минимум от 500. Ты же даже половину не зарабатываешь. Почему? Ты сама только что мне говорила, что ты зарабатываешь 100 тысяч рублей. Ну, это среднее. Привет, Конечно, смешная тут, потому что от 500, говорит, а при этом сама сказала, зарабатываю 100 тысяч. Вообще, по статистике, у нас, по-моему, зарабатывают от 500 и выше, там буквально, я не знаю, по-моему, 300-400 тысяч, там буквально процентов 6-7 по всей России зарабатывает людей. А что говорить уже за 500 и выше тысяч? Там еще меньше процент людей. А они тут на камеру, большинство, говорят так, что как будто это должен буквально каждый зарабатывать столько. Такие смешные. Я говорю, а сами при этом сидят чуть ли, ну не то что с голой задницей, ну вообще не этого уровня. У тебя есть парень? Есть. Серьезно? Да. Если сможешь прямо сейчас ему позвонить и сказать, что вы якобы расстанетесь, то я тебе закину приз. Нет. Стой! Я тебе закину 2000. Ладно, давай.
Алло, привет, не занят? Слушай, тут такое дело, я подумала, нам нужно расстаться. Что? Почему? Помнишь, мы с тобой когда гуляли вместе, потом разошлись, а там твой друг стоял, потом мы случайно оказались вместе с ним в клубе, и так получилось, что я, кажется, беременна. Ну, я не знаю, кто отец, пока что. Может быть, это ты. Это вообще по-твоему нормально? Ну, я люблю тебя, понимаешь? Какой люблю? То есть ты спокойно мне изменила своим другом, и сейчас говоришь, что ты меня любишь? Я просто пьяная была, я ничего не понимала. Не звони мне больше. Может, прямо сейчас ему позвонить обратно, сказать, что это, типа, прикол был? Зачем мне такой парень, который даже ребенка не может принять? Без разницы от кого? Мой же. Да. Что-то вы... Вот это вот, конечно, я не знаю, сколько ей лет, но видно, что молодая, прям 20, наверное, с копейками, девушка уж точно. И говорить такие вещи в концовка, конечно, поражает. Неважно, от кого ребенок, он зачем мне такой, типа, парень, который не может принять ребенка, неважно от кого. Да, это, конечно, очень смешно. Правильно, что этот парень снимал, который тоже засмеялся. Это просто жестко. И за 2000 рублей буквально продалась. Все, розыгрыш пошел не по плану, но потом ей оказалось, что он-то и особо и не важен. Не знаю, как-то по ней видно, что она какая-то, далеко не серьезная и, точно уж не для семьи такую. Выберешь настоящую любовь или 10 миллионов рублей прямо сейчас? Я влюбляюсь только в финансовую стабильность. А как же чувства? Попробуйте заплатить за аренду квартиры чувствами. Я топлю за любовь. Ты веришь в настоящую любовь? Мы все хотим любить. Я выберу деньги, потому что любовь до первого кредита. Был такой опыт? Да, был. Он влюблен, а я в долгах за него. Конечно, любовь. А почему не деньги? Деньги тебя не обнимут. С любимой ты можешь прожить и без 10 миллионов. Любовью счет в ресторане не оплатишь. Не хочу богатства без того, с кем хочется делиться, поэтому выберу любовь. 10 миллионов? Лучше я буду плакать в Дубае, чем смеяться в хрущевке. Деньги можно заработать, а настоящего любящего человека рядом очень сложно найти в наше время. Я думаю, я бы выбрала 10 миллионов рублей прямо сейчас. А почему? Я хочу переехать в другую страну. За любовь это не получится. Любовь. А почему? Любовь — это вещь, которую никогда нельзя купить. А любой выбрал. А вы? Я бы все-таки выбрала 10 миллионов. Деньги? Как же я? Деньги на дороге не валяются. Привет, ты бы дождал... Представляете, как офигел вот этот парень последний, что она буквально сказала ему напрямую, что деньги на дороге не валяются, а ты типа, можно сказать, иди нафиг, она напрямую не сказала, но это прям ощущается по ее словам. Да и все вот эти тоже. Мне бы деньги, нафиг вашу любовь. И тот парень, конечно, тоже правильно сказал, что за деньги любовь ты не купишь. Конечно, если рядом хороший, действительно достойный человек, то, конечно, да, и как он и говорит, что можно заработать. Все можно заработать, все можно добиться. При большом желании, конечно, если сидеть просто на диване, ты никогда не заработаешь каких-то там денег, для каждого по-разному, я имею в виду больших денег, каких-то определенных сумм для всех по-разному, что для кого значит именно большие деньги. Да, конечно. Девушки не удивляют. Или женщины, в данном случае, по-моему, девушки. Осталось парня из армии. Нет. Почему? Не могу дождаться. Привет, девочки. Вы бы дождались парня из армии? Нет, у меня физиологические потребности, и мне нужны деньги. Это же не по его вине, он как туда попал. Нет. А ты? Настоящие женщины бы не ждали мужчин из армии. Это она выдала, конечно. Настоящие женщины не ждали бы с армии. Но вот и такие вот, как ты, конечно... видно, что они обе малолетки. Конечно, бы не ждали. То одна говорит физиологические потребности, хотя и уже взрослые, и с детьми женщины, они то же самое могут сказать. У меня физиологические потребности, мне нужны деньги, я бы никого не ждала. Типа, нафиг он нужен. Вот такая вот реальность, по крайней мере, из этих опрошенных, да, конечно, существуют нормальные, но их такой маленький процент, что это надо просто перебрать пачку целую, да, чтобы найти кого-то. Надо ли это? Это уже решает каждый сам. Девочки, у меня к вам вопрос. Вы бы дождались своего парня из армии? Нет. Нет. А почему? Слишком долго ждать. А в целом какие-то другие причины, денежного характера, либо еще что-то? Он мне денег давать не будет целый год. Где я деньги буду брать? Если бы парень ушел на год в армию, ты бы дождалась его? Нет. А у тебя? Ждала бы. Ждала бы? Да. Целый год? Да. Привет, девочки. Вы бы дождались парня из армии? Нет. Нет? Нет. Я девушек люблю. Привет, девочки. Вы бы дождались парня из армии? Нет. Нет. А почему? Год слишком долгий период. Да? Год слишком долгий период. А ты? Зачем он сам придет? Стась, если ты захлопнешь... Да, это, конечно, реальность этих девушек молодых, и я уверен, и женщины то же самое, много кто скажет, непригодных для отношений, недостойных и так далее.
И вот что это видео и подтверждает. Буквально там сколько, пару человек, я не запомнил, сказали, пару, по-моему, девушек сказали, что да, дождались бы. А так поголовно нет, это слишком большой срок, нафиг надо и так далее, и так далее. Хотя, мне кажется, если бы повернулась ситуация, она бы как-то предъявила бы своему парню, ты бы меня ждал, а он бы сказал ей нет, то она бы сказала бы тут же, давай там, наверное, расстаемся или что-нибудь подобное. А когда это у них спрашивают, они легко говорят, да нет, мы не будем никого ждать. Дверь, мы расстаемся. Что? Если ты сейчас захлопнешь дверь, мы расстаемся. Мы ж в магазин идем. Ну, я тебя тут подожду. Я Стась, не понял ни хера. если ты закроешь эту дверь, мы расстаемся. С чего? Ну, просто, если ты закроешь дверь. Стась, мы... Ты вообще нормальный? Я сказала, если мы закроем дверь, мы расстаемся. Стас! У тебя все хорошо? Все, расстались? Да, ты закрыл дверь. Вообще адекватный? С тобой все нормально? Че ты в машине еще сидишь? Я сейчас выйду. Выходи. А ты куда? Забрать телефон. Стас! Он уезжает! Это шутка была, открой! Он уехал. Он уезжает, вон он. Ты что, офигел? Я ж пошутила. Это была шутка. Да. Пустишь? Нет. Стас! Вы тут... Ну, тут неизвестно, это действительно постанова ли, но то, что она говорит, ты адекватный, ты нормальный, так а ты нормальный, а ты адекватный, такие приколы делать своему парню. Вообще, это нездоровая ситуация, неадекватная. Ну и вот получай результат, что ты еще скажешь. Делаешь такие шутки, получай такой результат. Потому что он правильно, да, смотрит на нее и говорит, не понял, в чем прикол, приехали за продуктами или куда они. А тут она, если ты закроешь дверь, все, мы расстаемся. Что за неадекватные такие приколы какие-то? Да, может быть, существует такая пара, где для них это приколы норм. Но это, по-моему, как-то должно заранее обсуждаться, да и понимание должно быть, где прикол, где нет. Как, ну, вообще, а тут, конечно... Тут мнение, что в 2025 году мужчине не нужна жена для того, чтобы закрывать свои базовые потребности. Все настолько стало легко и просто, и давайте в этом разбираться. Быт. Начиная от готовки, доставки продуктов, уборки, стирки. Все это выполняют специально обученные люди. Секс. Та же история. Начиная от сайта знакомств, заканчивая массажками с продолжением или девочками на час, все так же легко обходится. Психика. При отсутствии женщины тебе никто не ипет голову, как говорят мужчины. Денежки. Это очень важная и болезненная часть для мужчин. Эти товарищи всегда остаются с тобой при любых обстоятельствах. И вот теперь вопрос к вам, мужчины. А какими же качествами должна обладать женщина для того, чтобы вы искренне захотели построить с ней семью? Моей жены... Ну, это действительно, да. В этом он, конечно, прав. Напишите тоже в комментариях, поделитесь, мне интересно будет почитать, как вы считаете на последний его вопрос, что для вас будет пригодная девушка, с которой вы бы действительно, точнее женщина или девушка, смотря у кого какой возраст, с которой вы бы захотели строить отношения. А так, по поводу, да, древнейшей профессии, вот этих всех, да, он, конечно, во всем прав, сейчас эра технологий, не проблема закинуть в стиралку вещи, приготовить себе что-то, да даже на крайняк заказать что-то, если прям человек совсем ленится и не хочет стоять у плиты, можешь даже заказать, если позволяют финансы, ну и вообще нравится, если еда из доставок. Мне не очень нравится, я готовлю. И по поводу, да, вот он говорит про древнейшую профессию, у меня, например, никогда не было до сих пор, и вообще в целом не знаю, будет ли какие-то контакты с женщинами древней профессии, либо с теми, которые, вот он говорит, там, то окончания вот эти и так далее. Мне как-то, не знаю, как-то брезгливо. Не знаю, может быть, просто если какая-то, мы говорим о элитной, ну да ладно, это другой разговор. Я знаю, что пользуются и успешно, у меня знакомых много, как бы, которые пользуются этими услугами и норм. Ну, короче, такое, да. А так вообще во всем он прав. Есть такой прикол, что она оставляет открытое зеркальце чуть-чуть. Если кто-то сядет и воспользуется, она будет знать. Поэтому я сейчас его закрою. Посмотрим, как она отреагирует. Привет, ты все, освободилась? Да, ну чё? Поехали тогда в Ашан съездим. Да, давай. Сейчас посмотрим. Давай рассказывай, кто у тебя в машине ездил.
Никто. Кто у тебя в машине ездил? Отвечай быстро. Никто, я же сказал. Я больше, милый, с тобой не собираюсь быть. Решила проверить, придурка. И чё? Я специально оставляла вот так Ты вот сейчас, это. если меня обзывать будешь, я тебя вышвырну отсюда. Ты охренел? Да я тебя сейчас вышвырнуть должна. Какая тёлка у тебя тут ездила? Было вот так вот приоткрыто. Да Кто-то закрыл. я специально закрыл. Чё ты меня обманываешь? О, больная. Чё ты меня обманываешь? Представляете? Это действительно, как он в конце сказал, точно больная. И тут, да, немножко бы голову надо бы сходить полечить, потому что это неадекватное состояние. Ну вот он заодно и сам убедился, что он с неадекватной водится и, наверное, уже расстался. Потому что это ненормальное поведение, да, когда вот так вот истерит сразу. Ей говорят по-человечески, что я сам это сделал. Но человек настолько не доверяет своему партнеру, что уже он там в конце аж кидается драться. Вообще ненормальная ситуация, действительно. Да, ну, молодец, что проверил. Она его хотела проверить и тут же закатила истерику, а он ее. И все, на этом мы порешали. Теперь, возможно, свободен. И на этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и пишите свои мысли в комментариях. Всем пока.